Здорово, народ. Так, сейчас немножко коснемся камеры, а потом всего остального. В общем, много еще вопросов и нюансов к ней. Или нюансных вопросов. Есть такие моменты, которые не совсем все понятно. В некоторых вообще еще не разобрался. Но кое-что уже осилил. Вот. Например, когда я включаю, вот когда дисплей ко мне смотрит сейчас, да, вот она вот так вот стоит, как стоит. Включается всегда камера, как бы назовем ее внутренней. А при таком виде съемки, когда потом ставлю в редактор, включаю стабилизацию, она мне ее переворачивает на 180 градусов, отключаю стабилизацию, ставит ее сюда, на внутреннюю. Теперь хочу попробовать. Я сейчас включил камеру и сразу переключил линзу, ну, камеру переднюю, да, как бы ведущую, скажем так. Вот. И хочу посмотреть, потом включить стабилизацию, ну, не стабилизацию, это как блокировку, сори. Чтобы блокировка камеры была. Если будет, в этом случае будет наоборот, тут интересно. Вот. Не разобрался еще с соединением. Вот, то ли сшивание, то ли соединение. Вот включил ее, файл, ну никак мне не меняется сам файл. Не соединяется он вместе. Я пробовал уже снять файл и режет по 30 минутах. Я пробовал сделать это. Скажите, я скажу. Я пробовал, 32 минуты снять, чтобы было больше. Если будет один файл, открываю папку, нифига. Не знаю. Вот. Не знаю, как быть, что это такое. Думал, может, оно сферу сделать, нифига. Вообще ничего, непонятно пока. Ну вот, может, кто-то там умнее будет, покажет это. Ну, или расскажет, что это за функция такая. В общем, не разобрался. А нигде пока не попадалось. Что она вытворяет, это беда. Вот. Но хотел я сегодня поговорить вот о чем. Про социалку. Это связано с тем, что есть тут такие пациенты одни, в зоопарке их по-другому не назовешь. Они почему-то думают, что при слове социалка, то есть граждане Евросоюза живут на эту социалку, им государство платит эту социалку и это. И они, значит, на нее живут, или с нее живут, или благодаря ей живут. Вот. Не хотел их разочаровывать или огорчать, но на сленге, скажем так, нашего государства, в котором я живу, социалка — это то, что не государство платит гражданам, а граждане платят государству. То есть я плачу социалку. Вот так это бывает. Поэтому упрекать меня, что я получаю социалку, почему-то возникла сумма в 600 евро. Я не знаю, откуда они ее взяли. Почему 600? Почему не 500? Или не 700? Или не 1000? Почему 600? Не знаю. Я не могу объяснить. Вот. Я не это. Утверждаю, что я живу на социалку 600 евро. Ну вот теперь вот мы немножко это прояснили, что это немножко не так, что я плачу социалку. Можно предположить так, я плачу социалку, чтобы тут жить. Во! Вариант А. Или вариант Б. Ну, а теперь немножко серьезности, да. То есть социалка складывается из двух платежей. Вы платите ее как бы одну, но в нее входит то, что платит вам ваша пенсия, вы как бы ее себе платите,
Вот. И вторая часть этих денег, она идет на вот эти вот все выплаты потом, на льготы, на материнский капитал, на все. И с этих денег тоже. На биржу труда, ну, наверное, там, я не знаю, как соотношение куда, но это тот налог социальный, который я плачу, чтобы потом могли каким-то малоимущим там какие-то льготы делать, какие-то добавки добавлять, как-то чего-то куда-то как-то, вот. А 2 или 3 года назад у нас обновились налоговую систему, вот, налогов. И на мой взгляд, сделали просто замечательную вещь. А год назад сделали еще послабление. В общем, для вот этого среднего и малого бизнеса это просто бомба. То есть теперь они что сделали? Было до миллиона, до 1,5, ну, раньше было до миллиона. Было НДС до миллиона, пока миллион не переступишь, так ты не НДС, не плательщик НДС. А в этом году сделали от 2 миллионов. Но сделали прогрессивный налог. До миллиона одну сумму ты платишь, от миллиона до 1,5 другую, и от 1,5 до 2 третью. И она непропорционально увеличивается нехило. Вот. Но там тоже есть исключения. В зависимости от предпринимательства. Вот. Ну, я просто вот немножко эту сферу знаю. Я не знаю там все нюансы, потому что там такая голова. В зависимости от того, что у вас лицензия свободная, вы можете делать там все, что не требует какой-то спецификации, там, например, сварщика или слесаря, или еще чего-нибудь такого, где не нужен диплом, где об образовании, там все такое. Ну, там, купи-продай, и не мешай такое все, да, вот. Перепродал, там, что-то там, ну, я не знаю, куча таких этих лицензий. Берешь лицензию, она называется свободная. То там, и вот когда они вот этот вот сделали до миллиона, изначально, я немножко запутанно, наверное, говорю, они сделали ставку. В месяц вы платите столько-то, и все. Теперь вот эта вот социалка, или назовем ее налог, который вы платите, он, в свою очередь, состоит из 2 частей. Социалки, которая делится потом еще на 2 платежа внутри, и медицинской страховки. Вот. И они вот вычислили, что это будет стоить столько-то. Но когда вы платите эту ставку каждый месяц до миллиона, вам не нужен бухгалтер, вам не нужны отчеты, вам вообще не нужно ничего. Но если вы переступаете эту границу в миллион, вы должны сами на налоговую сказать, пригласиться сами, что вот я такой-то, такой-то, вот все, у меня это. И вам тогда они пересчитают, или доплатите, или будете с Нового года платить, или вернут, ну там все это. Вот, все это будет делаться так. Но теперь этот налог до миллиона, вот этот вот налог, который до миллиона, он рассчитывается там из 40%, из 60, 80 ваших расходов. Ну как-то за основу надо что-то было взять. Поэтому взяли вот так. И для вот этой вот свободной лицензии или свободное предпринимательство, там не до миллиона, а исключение до миллиона, до 1,5 миллионов. Потому что вам ставят налог из расчета 60% у вас будет расходов. Но вы же не можете все время, вы что-то покупаете, что-то как-то там для вашей деятельности, рода деятельности. Какие-то инструменты, какие-то, я не знаю, службы, обеды, машину и так далее, бензин. Все вот, что с этим связано. И поэтому это так вот происходит. И теперь оказывается, что раньше вы когда делали даневое признание, ну, налоговое признание, налоговый отчет, да, ну, у нас дань просто называется, налог это дань, то у вас был, кто вам это делал, ну, могли сами сделать, несете все туда платежки, он вам это все делает. Вот. Там тоже и тогда была форма ставки или подотчетности полностью все бумаги нужно было нести, там рассчитывали расходы. Вот. То есть бухгалтер стоил, вы потом этот отчет несли в налоговую,
вот, вы внесли это в налоговую, они там это все проверяли, если у вас там что-то было, надо было доплатить, или наоборот, вам возвращали, ну, вот в таком плане. Вот, то сейчас этого нет. Так как у вас есть идентификационное число, ну, этот номер или число этого предпринимателя, вы, когда у вас проходит платеж с вашим этим числом, или номером, или цифрами, как их там правильно назвать, вот, и сумма, вот, там этот постоянный приказ в банке, и этот налог туда уходит. А они уже сами, раньше я посылал на страховую сам, на страховку сам посылал, и на социалку посылал сам, вот. То есть было 2 счета, и на каждый выпуск ты посылал. А сейчас я просто автоматом, у меня 17 числа уходит сумма на один счет, они уже делят между собой сами. Просто бомба. Вот. А моя задача только смотреть, чтобы я или не перевалил 1 000 000, или не перевалил 1,5, или, ну, или перевалил 2, то тогда уже НДС, и там надо сразу, потому что там с НДСом шутки плохие, там руки выкрутят. Но руки выкручивают цивилизованно. Вас никто не будет натягивать, вас не будут хотеть оштрафовать, вас не будут, если возникнет какой-то долг, может что-то символическое дадут, сделают календарь, называется этот платежный календарь по вашей возможности, как вы будете платить. Ну, если вы это все прозевали, бывает случаи полно. Вот, потому что деньги-то государство надо будет платить. Вот, и никто руки выкручивать не будет, никто вообще ничего, тут с этим, блин, обалдеть. Вот в этом плане тут обалдеть. Тут нет цели тебя наказать, нет, есть желание тебе помочь. Неважно, если это полиция, бюрократы, налоговая там какая-то, социалка, страховка медицинская, абсолютно, всегда помогут, всегда это. У меня за мою жизнь не было здесь инцидентов, чтобы там кто-то чего-то как-то хотел меня поиметь вот в этих всех бюрократических случаях. Абсолютно. Здесь к ним доверие у меня. Я за свой личный, понятно, на одном моем личном примере делать это какие-то выводы нет, нужно брать среднюю статистику, чтобы это все было понятно. Вот, нету. Понятно, нарушил там полицейский, и даже полицейский, они не карательный орган. У меня был я по сервису приехал на Щедрый день я приехал в центр города, ну полный город, запарковаться негде. И я стал так вот с краюшку на ну чуть-чуть переход зацепил. И мне поставили бутичку. Блин. Ну, я потом позвонил, вызвал, они сразу приехали. Вот это то, что он поставил. Потом, ну, уехал, естественно. Потом приехал, выполнил бумажку, это все. Я заплатил 10 баксов. На праздничный день. Я говорю, это просто как профилактика. Тут нет ни у кого желания тебе влупить этот штраф, там, чтобы ты вообще там, блин, руки выкрутили, и ты там упал без сознания, потому что такую сумму забрали. Нету. Все вот это, то, что там рассказывают, да, штрафы большие, когда но никто их вам не дает. Вот, например, превышение скорости там, да, в городе до 20 километров вот не буду врать, то ли от 300 или 500 до 2500, если ты не согласен, или до 2000, если ты не согласен, и будут решать в административном там порядке. Через суд придет бумажка, туда-сюда, но что, ты не заплатишь на месте этих 500, да? Ну, заплатишь. Возможно, это маркетинговый ход, что так и делают. Ну, или когда я вот на автомобиле, вот у меня было, я проехал на красный свет, ну, проскочил. Вот, все, не затормозил, да, но ты их не будешь доказывать, что это. Чтобы не выясняли водителя, приходит просто, кто за этой машиной, допустим, ехал, если она служебная, вот, едешь, и просто приходит на фирму, а фирма потом, за кем машина закреплена, чтобы не разбирался с этим суд или так далее, там этот карающий орган, кто дает это. То есть вот в этом плане здесь просто, и поэтому вот этот вот стереотип, что там если полоса такая, там никто не едет, это потому что там такие штрафы, заберут права. Нет, ребятушки, здесь
здесь менталитет людей другой. Ну вот она, полоса, вот, для автобуса. Вы видите кого-то? Вот уже сколько мы едем, да? Вот полоса, там трамвай, и автобус там едет. Вы видите кого-то? А мы едем в колонне. Нет такого. Я не хочу сказать, что здесь все идеально, и кто-то не проедет. Конечно, проедет. Но вот пока мы едем, никто не поехал. То есть 99 из 100 не поедут, понимаете? Ну, я просто так утрирую цифру. Может, там из 1010 там, или из 120 их поедет. Нет идеала нигде. Но общее сознание или общий менталитет вот такой. Поэтому вот не надо там рассказывать, что там такие штрафы, там это. Да, штрафы большие, но изначально, когда мы садим, вот здесь, например, на велосипедах, до 18 лет должен ездить в каске. А после 18 лет нет. Вы ни одного велосипедиста не увидите без каски. Ни одного. За это нет штрафа, нет. Это просто связано с тем, что когда ты с детства одевал ее на голову, эту каску, для защиты, для ребенка, все, сначала же не понимаешь. Вот, это входит в привычку, и ты уже без нее просто не выйдешь. Это так само, как здесь вот ремень. Не пристегнутый ремень, по-моему, 100 баксов. Вот, я даже не знаю. Изначально ты, потому что 100 баксов за поездку ты не заработаешь, например, ну так вот, просто пример, ты не заработаешь за это время, поэтому ты пристегиваешься. Изначально идет как бы, да, вот наказание, что штраф, ты 100 баксов туда-сюда, а человек на подсознании, что второе это безопасность, он не думает о безопасности, он думает сначала, чтобы штраф не заплатить. И ребенок, который сидит в кресле в заднем, там, до 11 лет, по-моему, или там до 40 килограмм, что-то такое там, вот, пристегивается, все, потом садится, с 12 лет можно наперед садить его, и там еще и рост, по-моему, 1,10 м рост, ну, что-то такое вот. То этот ребенок, у него формируется, что нужно сидеть пристегнутым. И он не понимает, что изначально это было за штраф. Он понимает, что нужно быть пристегнутым. А потом уже почему? Ну, просто нужно быть пристегнутым. Вот так это все и воспитывается. Вот так вот оно и получается. А то, что там кто-то, вот это я где-то там пустил, что по полосе мы стоим, ну, 2 ряда пробок, а автобусная полоса пустая. И начали там, умничать. Если бы тут жили, или были, или попробовали, или хотя бы были, как бы, ну, чтобы узнали, или пример, тогда да. А то ж сидят там, загранпаспорта нету, ни черта нету, и сидят умничают. Ну, как всегда, диванные эксперты. Я им показываю живой пример, а они мне там, на экране телевизора, перед экраном телевизора мне или там монитора, рассказывают, почему там люди не едут. А объяснять же и доказывать, это бесполезно. Там шоры на глазах. И все. Так, ребята, я хотел у меня есть тут... Подожди, хоть безалкогольный это я купил, не знаю, что купил. А нет, джин. Тоник, это тоник. Тоник без джина, а то бы сейчас выпил. Ой, хорошо. Вот. И поэтому вот поэтому так. И естественно, когда ведешь этот диалог, что-то кому-то доказывать, который нигде не был, ничего не видел, не знает, про вот эту социалку, это же вообще. Это трэш. И сидят, упираются рогом, доказывают. А про чеки как? У меня мы сейчас последняя затарка была в магазине. 10 600, что-то 600 или 700 крон. 10 700 у меня получилось. То есть в эквиваленте, если на рубли перевести, пусть, чтобы было легче считать, пусть 10 тысяч будет. Не будем эти копейки там считать. Ну или 10 700 все равно легко посчитать. Получается 42 800, да? Вот, 42 800. Ну вот. А когда Мишустин сказал, что заработная плата 73 тысячи, а потом канал один Аврора, так называемый, вышел на улицу и поспрашивал людей в Ростовской области, вот, там Новошахтинск такое, то там зарплата так между 20 и 30 тысячами. Зарплата за месяц. А я на закупку продуктов на семью, 2 человека, заплатил
Ну вот, 42 800. То есть там люди не получают столько за месяц, чтобы пойти и всю зарплату только на еду, ну а все же остальное надо. И они мне еще тут сидят, рассказывают, что я на социалку в 600 евро жил. А почему в 600 евро, я не могу понять, даже просто в евро, у нас нет евро. У нас национальная валюта крона, все. Откуда евро, блин? Даже если 600, то почему евро? Вот. И когда я показывал чек целиком, мне говорили, что он резанный. Я пытался добиться, спросить, что такое резанный чек? Ну вот, что это? Это я порезал и склеил его. А потом начали говорить, что я чеки насобирал. Где-то я их там нашел. Я им начал показывать уже, как чек вылазит из этого, с автомата. Ну, с кассы. У нас там касса самообслуживания. Приходишь, сканер считывает QR-код. И все. Бывает, если большая закупка, ну, если алкоголь, то придет обязательно, не пропустит. Загорится там красный флажок. И придет кассирша, ну, которая обслуживает эти кассы. Придет. И это... захочет проверить, не захочет не проверить. А бывает, что контроль. Но когда постоянно скупляешься в магазине в этом одном или затариваешься в этом на такие большие, он, допустим, сделает раза 2-3, а у тебя потом проверки проходят, все. 3 или 4 раза могут пропустить, даже с большими закупками. Но у меня самая большая была 15 тысяч. Ну вот 15 тысяч, это забили холодильник, морозильник, все забили, а в процессе потом что-то хлеба же не купишь на месяц там, или на 2. Ну вот эти 15 тысяч у нас выдержало 2 месяца, а вот сейчас мы были на 10, ну не знаю, насколько выдержит, потому что на 5 тысяч мы меньше купили, но мы были в другой сети. Вот, насколько выдержит, но это было 11 мая, а вот сейчас 14 июня. 11 мая мы были. Вот. Ну а потом по мере того, что надо, докупаешь и подкупаешь. Ну вот сегодня там что-то купил ребра на гриль, такие в какие-то там в чем-то, не знаю. Посмотрим, захотелось что-то. Ну вот так. Основная масса закуплена, затарена, а все остальное там. Вот сейчас молоко закончилось. Вот я покупал, мы покупали, там было 12 литров. Ну, 12 пакетов по литру. Вот. Ну, плюс что-то там на обед еще куда-нибудь зайдешь. Что это, блин, тут 50 опять, ну что ж тут 50, ребята. Ну. Вот. Так, давайте зайдем в середину, там что-то уже мчится. Пошли еще тут 50. Пусть он едет, спешит. Чуть штраф заплатить, да, о котором мы говорили. Ну, пусть едет. Ой. А до 20 километров заберут, ну, там штраф 500 крон. И 2 года заберут. А по-моему, было 18, стало 12, или было 12, стало 18. Я не знаю. И в течение года, если у тебя не будет этого такого же нарушения, то они возвращаются, эти годы. Ну, он как через год мажется, стирается. А надо за год вот этих выбрать максимум и забирают права. Забирают права, лишают прав, допустим, на год. Через полгода можешь попросить, чтобы вернули. В общем, через полсрока можешь попросить. Но если переваливает, что ты был без прав год, идешь сдавать. Можешь не учиться, но просто сдать. Тесты будешь делать. Тесты и вождение. Вот так вот. Поэтому невыгодно терять права. Были у меня скорость, да, ну вот в основном за скорость. Но немного у меня. У меня вот за все время, наверное, раз за 3-4. Ну 5 нет. 2 раза я помню за скорость. 2. 1 раз я неправильно заехал под знак. И 2 раз и вот неправильно повернул. Ну вот 4, все, 4. Может еще один что-то забыл. Но нет, потому что это не случается каждый день. Вот
Вот, но последний раз у меня было в 17 году, ну, 7 лет назад. А это можно все проверить. Достаешь карта водителя, вот, свой код задаешь, и там все есть. 17-й год, по-моему. Брать не буду, но вроде 17-й. Потому что мы в 19-м получили этот объект. За скорость я платил, нет, наверное, 20-й год за скорость. Но это была последняя, блин, опять еду быстро. Это что ж такое? Надо этот темпомат включить. Контроль так называемый. Хай по нем едет. Ну вот, ребята, вот так вот вкратце. Это вот про социалку и про налоги. Ну, понятно, тут мы отвлекались на много разных других вещей. Сегодня был 2 раза в сервисе. Ну, не в сервисе, одно отвез корвета, отвез это. Мне страховку сделали аварийную. То есть у нас обыкновенная страховка, это та, которая, ну, без нее все, на дорогу, автомобиль на дорогу не имеет права выехать. Вот. И это обязательно. А аварийную хочешь по желанию. А что значит аварийная? То есть ты когда я завиню аварию, создам аварийную обстановку, влечу в автомобиль, то есть с вот этой обязательной страховки они отремонтируют его автомобиль, а мой ремонтировать не будут. Мой ремонтируется только с аварийной. Вот если я ее, аварийная это добровольная, хочешь, не хочешь. Вот. По желанию. Поэтому корвет мы сегодня сделали ему аварийную. Вот. А М3 поменяли мне эти вентиля. Не работали, горел этот. Ну, там на видео есть, там еще пацаны смеялись, что BMW без этого. BMW без чека не ездит. Вот. Ну и все, сейчас там поставили. Сейчас уже забрал. Утром забрал, потом отогнал, сейчас забрал ее. Вот там надо будет только на компьютере переставить давление. Ну, подтвердить. Потому что уже не горит красным, а просто желтеньким, что надо ну, проверить давление в шинах, накачать, не накачать. Это, ну, на сервисе что накачали. Ну, а на компе надо в машине это подтвердить. И я тогда сотрется. А сейчас еще иду на один объект. Там есть еще работа. Вот. И все это. И финито, неделя закончилась. Все, будем отдыхать. Есть там мероприятия такие, все. Какие сделать? Так что вот такая небольшая лекция или экскурсия, или я не знаю, как правильно ее назвать. Рассказал. Вот. Ну, теперь, я думаю, будете умнее. Социалка как аргумент унижения, оскорбления или там я не знаю еще чего не будет являться вашим оружием, потому что я очень долго их троллил в этом плане, в плане социалки, очень долго поддергивал, подъем и все остальное.
Вру, стоп. От 24 отнимаю 14, получаю 12. Ну, о чем можно говорить? А когда, если они не знают, когда температура сегодня 0, а завтра в 2 раза теплее, это будет сколько, они тоже не знают. Ну так о чем с ними говорить? А про скорость, если я стою, а завтра иду в 2 раза быстрее, это сколько? Так это, ну это вообще, это уже все. Я им там задал, ну не им, а так, задал вопрос, почему в квадратной коробке приносят круглую пиццу, порезанную на треугольники. Ну все, они так и не поняли. Они там теперь угорают, что я идиот. Вопрос, кто идиот? Остается, ну для меня он не открытый, все ясно. Но для некоторых пациентов, иначе их никак не назовешь пациенты, даже понять, что такой вопрос открытый. Не стоит объяснять. Так, все. Вот когда туннельчик, ребята, когда туннельчик 70 километров, блин, он проезжается за 8 минут, а не за 6. Я засекал. А когда вот такие пробки, блин. Но сегодня еще и хорошо мы ехали. Мы сегодня очень хорошо ехали. Тогда да. А там он все стоит, блин. И в эту сторону стоит. Ну вот. И там сейчас, когда сюда едешь, там туннель закрывают. Потому что это регулирует. Так, а где она? А, вон там она моргает. Вот все разъедутся, сейчас ее пустят. Что полицию? Тут у нас еще такой этот, у нас, если где-то на магистрали, ну, такой стоит пробка, то все разъезжаются, ну, сразу все, потому что медленно все же едут, еле сунутся. Так по левой, по правой стороне едут, да, чтобы центр был свободный. И вот, когда корвета гнал прошлую неделю, да, в пятницу уже, да, в прошлую неделю, в пятницу я гнал, охеренная авария была. Охеренная. Ну, я уже ехал назад, туда тоже поймал, но туда там такое, полчаса мы стояли, а назад я когда ехал, ну там страшная была колонна, страшнючая. Но на крыше лежало одно авто, ну уже пожарные были. Вот. У нас на аварию выезжают пожарные, обязательно это и скорая. Вот. Скорая приезжает если что-то такое серьезное, то приезжает 2-3 экипажа. Как просто, ну вот у меня случай был на работе. Сторожа мы не могли найти, блин. Ну а когда обнаружили его, все, он упал, там лежит, захлебнулся, там что-то изо рта у него течет, вызвали скорую. 5 экипажей приехало. 5. Ну нет, уже не откачали. Мы его пока нашли, пока ключ открыли. Мы его не могли найти, его нигде нету, телефон не поднимает. Но пока за ключом, пока туда-сюда. Так что вот так вот. Когда приезжает на вызов домой, то водитель, он тоже фельдшер. Вот, доктор ездит, если там что-то серьезное, доктор едет легковой машиной, а так едут фельдшера, 3 фельдшера едет. Водители еще 2. И наверх несут, вот на 4-й этаж я был свидетелем, заносили, зашли, да, 2 таких рюкзака, что, блин, страшно на них смотреть, и носилки. А они не знают, что их там что-то, там вот сказали, по-моему, отравление было, что-то и девчонке херово было. Рвала там что-то такое, температура. Вот так. Они не знают. Она может ходить, допустим. Они этого не знают и уже тащат носилки, блин.
А может они не нужны, автоматом их тащат. И зашли такие там 3 амбала, я смотрел, в этот, в дверной проем, 2 из них наклонялось. Вот так вот. Ну, я не хочу сказать, что они все такие, или там, у всех такие экипажи, или это, но вот свидетелем такого я был. Ну, а начали мы, конечно, интересно, да? Начали мы с этого, как его, социалки, закончили скорой помощью. Но это и заодно и камеру тестируем. Потому что качество камеры, обалдеть. Все-таки 8К говорит о многом. Разница, конечно, чувствуется. Вот. Заправлялся. Вот, кстати, у нас подешевел этот солярка. Что-то на 3 кроны, по-моему, подешевела. Но это местная. У нас тут делится этот, как его, как бы местная, как бы городская и вон там, наверное, квакнутый сидит. И это, и государственная. Ну и плюс уголовка. Тут все отдельно. Ну, местная, это городская, это как ППСники. Вот. А государственная, там уже, ну там в основном криминалка уже все, уголовка там. Там, если вот машину там ударили и уехали, это уже государственное, это уже местное не едет. Тоже мне на парковке это вот, ну это как раз говорит о том, что нет идеала. Поцарапали на парковке и уехали. А народ, вообще это беспроблемная вещь. Он платит страховку, с его страховки это. Тут единственное, что плохо, ну вот, ему снимут боды. Потому что если ты без аварии ездишь, то начисляются боды и там, ну, не сильно много, но каждый год, а вот и скоро, значит, не вообще, как мы за них заговорили, и каждый год тебе там какой-то процент, годовой платеж уменьшается там на какие-то копейки. Оно не сильно много, но все равно. Вот, ну и плюс у нас еще это, вот если категория возрастная там 20, допустим, 25, да, это самый большой риск, там у них страховка на одну и ту же машину, что буду платить я, что будет платить он, будет разная. Что вероятность того, что попадет в аварию он или я, тоже разная. Ну, это такие уже такие нюансы, дробности. Так что вот примерно так, народ, у нас все это и происходит. И не заплатить налог вариантов просто нету. Ну, если так вот подвести итог. Ну, потому что государство свое заберет. А со службами там еще вообще просто. Вот если электрику не платишь, электричество, да, там даже никто отключать не придет. Там просто придет импульс на этот, на счетчик. Все. И из 3 фаз, ну если 3-фазовый, да, не будет одной. И все. И до свидос. Вот. Воду только не отключают, потому что это социально, это необходимое к жизни. А без света жить можно, а вот без воды нет. Поэтому воду не отключат. Даже если не будешь платить по суду. И суд не заставит отключить воду. Вот так вот. Это вещь необходимая, ну или продукт необходимый для жизнедеятельности. Так это у нас берется. Вот. Все, народ. В общем, все рассказал. Думаю, все это
рассказал, показал. Придется сейчас крутануться, потому что поставили там столб, на который я не заеду. Сейчас буду звонить. В общем, давайте все, тогда попрощаемся. Буду сейчас что-то решать, как туда заехать или где запарковаться. Потому что надо на работу еще заехать. Все, давайте. Буду на связи. Если что, звоните, пишите. Все ясно. И всем все ясно. Так, можно запарковаться? Можно, да? Все, народ. Все, что знал, все, что смог, рассказал. Если что, пишите это. Мы же люди хорошие, да? Хорошие люди должны пользоваться хорошими игрушками, хорошими инструментами, ну и хорошими условиями труда. Давайте, до скорых встреч. Встретимся обязательно.